Всем привет! С вами Павел, и это канал Brick Hunters. Сегодняшний наш обзор будет посвящен одному из самых больших наборов по LEGO Звездные войны. Это база повстанцев на планете Yavin 4. В наборе 12 минифигурок, что достаточно круто. Одна большая крупная постройка. Ну и пометка 8+. Поэтому самый главный вопрос, на который мы сегодня ответим: не схалтурила ли компания LEGO при производстве данного набора. Посмотрим вообще, насколько он интересен. Постройка состоит из 5 элементов, плюс у нас шаттл, аппарат для перевозки грузов и персонала, ну и, соответственно, как я говорил, минифигурки. На обратной стороне коробки довольно детально показаны все функции данного набора. Я думаю, что будет, что нам посмотреть. Набор состоит аж из 11 больших пакетов и инструкции наконец-то в конвертике. Преимущество таких больших модульных наборов в том, что можно их собирать вместе, то есть не одному человеку. Вот как раз сейчас мы с Федором будем вдвоем собирать данный набор. В комплекте у нас еще идет вот такие наклейки, в том числе голограммы, видимо, клеятся на стекло. Несколько инструкций, достаточно тонких. Итак, набор собран. Как обычно, начнем с обзора минифигурок. Посмотрим все 12. Дальше у нас будет U-Wing и сама постройка. Первый у нас на очереди пижон в желтой куртке Люк Скайуокер со съемной медалью. Два стандартных выражения лица, которые пихаются во все фигурки с ним. Ну и также не пожадничали и добавили его джедайский меч. Дальше смотрим минифигурку Хана Соло, ему тоже добавили съемную медальку, их всего вообще 3 в комплекте. Также у него собственный ствол, куда же без него. Выражение лица, если не ошибаюсь, отличается от минифигурки с микрофайтера. Дальше у нас идет принцесса Лея, ей завезли совершенно чумовую прическу. Единственный ее минус в том, что при этой прическе голову вы в бок не повернете, это будет смотреться очень чудно. Ну и во втором варианте у нее такое боевое выражение лица и прикольный серебристый ствол. Дальше смотрим минифигурку Чубаки. Она осталась прежней, такая же была в наборе с АТСТ, то есть ничего не стали менять, классический Чубака. Про следующие 2 минифигурки можно сказать: два молодца, одинаковые с лица. Это лидер золотой эскадрильи Джон Вандер и лидер красной эскадрильи Гарвин Дрейс. Лица им действительно сделали одинаковые, с двойным принтом, хотя это не братья никакие, но зато вырулили за счет шлемов. Естественно, не обошлись без генерала Додонны, он вообще один в один, как с набором X-Wing Люка Скайуокера. Единственное, что ему добавили, это палочку-указатель для ведения брифинга. В набор также положили одну фигурку обслуживающего персонала с 2 выражениями лица. Штаны вообще классические, без всяких принтов, но чистая фигурка для заднего фона. Также завезли довольно простенькую фигурку часового. Многие зарубежные обзорщики говорят о том, что можно было бы и побольше положить. Но LEGO, как я понял, решили это компенсировать более весомыми фигурками. А то было бы совсем куцовато. Как по мне, самая интересная минифигурка данного набора — это фигурка C-3PO. Сделана очень круто. Принты на всех местах, на которых только можно нанести. Схалтурить леговцы умудрились не только на лицах пилотов, но также на одном из дроидов. Посмотрите, у нас отличное сравнение. R2-D2 из этого комплекта в идеале с дополнительным задним принтом на торсике, и R2-BHD, у которого мало того, что расцветка вообще куда-то идет в разрез, детали отличаются, так и задний принт отсутствует. Очень халтурно. Ну и теперь мы посмотрим на постройки. Инструкцию я специально оставил на потом, чтобы посмотреть из них снимки.
Вот первый снимок, это у нас U-Wing. U-Wing мне сразу скажу, что он понравился. Я, естественно, сделал скидку на то, что он идет в большом наборе, а это не какой-то отдельный набор в коробке. Вот, сделали все это более-менее. Данный аппарат является бомбардировщиком, но никаких снарядов для скидывания на голову противника ему не завезли, как, например, у имперского бомбардировщика, который вы можете посмотреть по ссылке сверху. Вот, но зато у него есть лесенка. По лесенке можно играючи посадить пилота. Крышка у него просто снимается. Вот, сажаем пилота. Внутреннее убранство довольно скудное, там никаких рычагов нету, но, в принципе, это на всех сейчас наборах звездолетов от компании Lego. Между дроидом и пилотом располагается защитная турель. По краям у него пушки, можно пострелять по врагам, естественно. Если мы пилота достанем, то увидим у него экран. Экран изображает уже вот этот финальный отрезок, где они атаковали Звезду Смерти, где летели по коридору, и надпись 1977. Это дата выхода фильма эпизод 4 по Звездным войнам. Детализация задней части весьма неплохая. Двигатели тоже неплохо исполнены. То есть сама постройка достаточно крепкая, там ничего не вихляет, не болтается. Снизу очень легко отделались вот этими подставками, смотрятся они стрёмно, но с другой стороны заглядывать туда особо никто не будет. Ну и спереди вот такие две, я так понял, лазерные пушки. Теперь давайте посмотрим наблюдательную вышку и вспомогательный транспорт, который шел с ней в одном пакете. Вот, ну, машинка, она прям обычная, практичная, удобная, неплохая детализация. Вот, рычаги, все необходимое есть. Можно на ней возить фигурки, закрепить какой-то груз. Плюс по центру на нем сделали небольшой самосвальный кузовок, что тоже достаточно функционально для набора 8+, в который, в принципе, должны играть. Что касается наблюдательной вышки. Многие зарубежные обзорщики делают акцент сразу на дерево, что это халтура из набора 4+. Вот, но здесь акцент не на дереве идет. Здесь акцент идет на наблюдательную вышку. Дерево здесь, ну, вот такого вида, оно сделано специально для функционала. Здесь есть функционал поднятия и опускания этой наблюдательной вышки. И все это делается, естественно, руками. Чтобы туда залезть пальцами, нужно вот такое дерево. Так что, в принципе, у меня, например, к этой постройке претензий нет. Но плюс не забываем, да, что это Lego. То есть у вас всегда есть возможность взять и перестроить, как вам хочется. То есть это же не конечная постройка. Захотели — переделали. Вот. Но сама фишка, функционал и сама вот эта люлька, в которой он находится, вышка, да, она прикольная, мне понравилась. Мои поздравления, мы добрались до главного здания. Оно у нас модульное, чем-то похоже на один из наборов по Гарри Поттеру по своему устройству. Ссылка будет выше. Здесь 5 модулей, 2 боковых, верхний и центральный. Все это, естественно, рассоединяется. Есть пушки для отстреливания от врагов. Также все здание укутано зеленью. И по крайней модули они складываются так же, как в наборе с Гарри Поттером, только чуть умнее здесь соединение. А вот и обратная сторона базы. Мы сейчас рассмотрим ее левое крыло. Там генерал Додонна расскажет, откуда готовилось нападение. Нападение будет идти на шахту Звезды Смерти. Всего 3 кресла, 2 пилота, как я уже говорил. Достаточно информативная доска в виде наклейки. Также сюда завезли очень прикольный кулер для воды, ну и одну красную кружку, почему бы не добавить. Также стекло с какими-то траекториями, графиками, не знаю, что это, честно говоря, не помню, пишите в комментариях. Внизу все довольно-таки пустовато, я думал, что это какой-то гараж, но техника вот рабочая сюда не влезает, все как-то неудобно. Такое ощущение, что леговцы строили и потом просто плюнули, кинули, типа, достраивайте самостоятельно все это. Выглядит не очень, честно говоря. Ну и одна одинокая винтовка, можно было бы все-таки оружие сюда как-то побольше завести. Все-таки как-то база должно быть этого всего в достатке. Вот с обратной стороны есть диагностический небольшой модуль, показывающий неисправность в одном из двигателей U-Wing.
В угоду игровой функции мониторинговый центр превратили черти во что. Вот от него остались только вот эти зеркала с диаграммами. А по центру у нас стоит управление пушками. Угол поворота небольшой из-за того, что они соединены. По центру деталька с наклейкой монитора. Вот, также добавили бестолковый пустой ящик. То есть тоже вот какая-то выглядит здесь недоработано все это. То есть заткнули, чем было. Вот, ну типа, нате, стреляйте. И это как раз обусловлено, наверное, тем, что набор 8+. В правой части здания чуть повеселее. Там центр мониторинга движения звезды смерти. Вот, соответственно, здесь вот такая крутящаяся штучка интегрирована. Очень прикольно. И можно наблюдать, когда же звезда смерти выйдет на траекторию поражения планеты. Внизу расположено некое подобие оружейной, пару таких сейфов с бомбой, с минами и закреплены 2 пистолета. Теперь поднимаемся на самый верх, на чердак. Там спрятана антенна. Вообще складывается впечатление, что Лего здесь тоже схалтурили. Может быть, должна была раздвигаться крыша и доставаться антенна. Но они решили сделать просто вот такой модуль, который можно вытащить. Он особо не закреплен. И просто натянуть сверху на шапку этого здания. Выглядит топорно. Вот. Еще один элемент, да, над которым Лего как-то сделали его недоработанным. Я не понимаю, зачем на чердаке нужна антенна. Что они хотели этим показать. Ну и теперь давайте спустимся чуть ниже, в зал награждений. Вот, он сделан, в принципе, неплохо, достаточно уютно выглядит. Где-то 5, может быть 6 минифигурок сюда можно будет запихнуть. Вот как раз кадры из фильма. Здорово, здесь здорово. В плане хранения где-то на полке я бы, наверное, разместил часть фигурок именно в этом зале. Выглядит вполне неплохо. За 175 баксов набор, конечно, неоднозначный. Есть элемент откровенной халтуры и недоделанности, особенно в главном здании. Вот. Но на безрыбье и рак рыба. Это первый набор по базе на планете Yevin 4, поэтому кто захочет, тот, естественно, приобретет его. Вот. Мини-фигурки мне, в принципе, понравились. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Ну а с вами был Павел и канал Brick Hunters. До новых встреч. Пока-пока.